sam tajno zaljubljen ja. Plameni pogled strašću gori, zbog nije me ljubav muči mori. Umiram bolan od ljubavi, devojka mila, voli me ti. Plameni pogled strašću gori, zbog nije me ljubav muči mori. Танец в танце, лед и огонь, в диву красавицу. Друзья, привет! Всем привет! Сейчас было очень странное и волнительное событие. Это визаран машины. Я доехал 15 минут до границы с Турцией. От Батуми до Турции очень близко. И вся процедура у меня заняла тоже минут 15, наверное. У меня не получилось без страховки, как некоторым удавалось так сделать. То есть прям, по сути, выехать и сразу же въехать обратно. Мне сказали, очень строгий таможенник сказал, что обязательно нужна страховка. Я пошел покупать страховку. Минимальная страховка оказалась там на 45 дней. Стоит она 1400 лир. Лир у меня, конечно, с собой нету. И он сказал, что можно доллары. Я спросил, сколько в долларах. Он говорит, 35. Окей, я нахожу себе там 30 долларов. Он говорит, пойдет. Оформил мне страховку. Так, он еще мне дал сдачи 270 лир. Он мне дал сдачи. То есть я еще могу в какое-нибудь кафе там зайти. Я не знаю, хватит ли мне на что. Но на какой-нибудь чай, наверное, хватит. Страховка на 45 дней. Так что пока что путешествуем немножко по Турции. Сегодня проедемся, раз уж она есть, эта страховка. Сегодня покатаемся. И, наверное, сегодня вернемся домой в Грузию. А пока вот такие виды нас ждут в Турции. Сделал небольшую остановку вот, на такой автобусной остановке и собираюсь. Смотрите, какой там водопад. Какой водопад. Я сейчас собираюсь сходить вниз к морю. Все-таки хлеб кушает. Ну скажи что-нибудь. Ой, зайка. Ой, что хорошо. Вот ты молодец какой.
спустился к морю, собираюсь перекусить и поеду до, не знаю, городок, поселение Хопа называется. У меня тут бабушкины пирожки, чай, сухофрукты и море. Что же, друзья, день какой-то шикарный сегодня. Сейчас в Грузии в основном дожди начались, а сегодня выдался очень солнечный день, и я решил съездить в Турцию. Бесподобно. Посмотрите, какой интересный цвет, зеленый у камня. А вот этот розовый. Вообще, обалдеть. А вот опять зеленый. Они тут все разноцветные. Потрясающе. Давайте пройдемся туда вперед чуть-чуть. Прямо по камням. А вот такой зеленый. Большие. Такие красивые. Обалденно. Опа. Кстати, первое впечатление от Турции, когда я только въехал сюда, поехал по дорогам, по местным, я удивился, насколько круто сделаны дороги. Грузия, вам стоит поучиться у соседа, как делать офигительные горные дороги. Вперед идет 2 полосы, то есть если ты едешь медленно, тебя спокойно все обгоняют по 2-й полосе и никаких претензий. А встречная полоса вообще идет отдельно. Она идет отдельно, может быть, в туннеле, ну, то есть она разделена. И периодически есть развороты. Ну, то есть все настолько хорошо продумано, удобно и аккуратно. Это прям класс. Единственное, что грязно. Относительно Грузии пляжи все в мусоре. В Грузии чистенько, а здесь что-то как-то грязновато.
друзья, я в поселении Хопа в Турции. И что меня первое удивило, это Доминус Пицца. Как интересно. Пойдем исследовать город. Сердце поет и ликует, взгляд твой меня забирает ливень, и нас больше нету, все смывают запреты. Сердце стучит метрономом в горы, крутые подъемы, быть здесь с тобой на вершине, в мире посередине. Света пробришить серце своє, якщо на дуку борода, у висини луку наша є ціла планета, з тобом тут серед света. П'яний до певно завклад. Вася, Вася, сіпай бред, сіпай бред, сіпай бред. Вася, Вася, сіпай бред, сіпай радіє. Вася, Вася, наливай, наливай, наливай. Вася, Вася, наливай, наливай радію. Селські, так само. Друзья, а вот это шок. Университет в деревне. Опа. Университет. Идем дальше. А вот смотрите, еще одно наблюдение. Вот улица. Ну, в этом поселении. В отличие от грузинских, здесь есть бордюр, никто не свалится, там сток воды, помоечка, правда, вот помоек в Грузии нет, а здесь помойки везде. И все очень аккуратно сделано. То есть, если ты идешь в деревню в Грузии, то там можно свалиться в реку, в канаву, с горы, потому что... ну здесь вот заканчивается ограждение. Здесь идет какая-то стройка, видимо, поэтому нету никаких ограждений. Но вот здесь вот все аккуратно сделано. Молодцы. Ну вот, небольшое городишко, где поселение, может быть, я его зря деревней назвал. Что домишки здесь такие вполне многоэтажные.
Опа! Хотел я попить чайку. Что-нибудь сладкое здесь попробовать. Что-то как-то кусаются цены. Малюпусенький, вот такой вот малюпусенький эклерчик. 700 турецких лир. Это 45 лар грузинских, а в рублях это 1500. Что-то как-то чересчур. У меня есть было 270 турецких лир, осталось 170, потому что 100 я потратил на чорбу, суп поел. Ну, что еще потратить, надо придумать. Такую небольшую сумму. Здесь нет электромобилей и нет гибридов. Практически вообще. В отличие от Грузии. В магазинах и кафе люди не говорят ни по-русски, ни по-английски вообще. Чаще всего они вообще ничего не понимают. Зато тут есть котики. Еще один сидит. Сейчас мы тоже с ним познакомимся. Привет. Ты какой хороший. Привет, солнышко. Ну что, идем дальше. Это голос. Это тоже, кстати, шедевральный Джейсон Милкам. Я не люблю собак, извини, но я могу это посмотреть. А еще тут очень много детей. Прям очень много детей. Они здесь прыгают, бегают. Из школы, детские сады. Они везде тусят. А вот еще интересный персонаж. Мусорный бак. Весь металлический. И я бы сказал, он не такой крутой, как в Грузии. Потому что там очень простейшие такие пластиковые. А баки везде стоят очень хорошего качества, очень хорошо изготовленные, очень удобные. Единственное, что они частенько посреди дороги стоят, потому что им так удобнее забирать мусор. Но вот в сравнении, да, здесь в Грузии они покруче мусорные баки. А вот еще один металлический такой, ну, не знаю. Ну, он, скажем так, некрасивый, не эстетичный. Сам какой денежка. Вот. Еще одно наблюдение. В отличие от Грузии, здесь тротуары есть, и они свободны. Они высокие, бордюры. У них машина не заберется. Поэтому все машины паркуются до тротуара. И все тротуары свободны. Люди могут спокойно ходить. Вот так-то. Продолжаем идти по этому поселению. Сейчас я, кстати, проходил в магазинчик Вайкики здесь. Ну, выходим на главную площадь, насколько я правильно понимаю. Так, ну да, я здесь покушал.
Точно, я вернулся. Вот это было очень неожиданно. Что, куда бежать? Что случилось? Kavaktibi Camii'nde ikinci namazını müteakip kılınacak. Cenaze namazından sonra aile mezarlığına defnedilecektir. Вот это измена. Dost ve akrabalarına teessüf ediyoruz. Друзья, кто знает, что это было? Это была какая-то агитация, предупреждение, реклама или что? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это такое происходит в Турции. Я нашел набережную прекрасную. С прекрасной девушкой. Надо было туда спуститься. Вот это слияние. Речки и море. Zajdi, zajdi, jasno sunce. Итак, друзья, смертельный номер. Будем прыгать через реку. Здесь она соединяется с морем. И что же? Попробуем. Ага. Ух. Я не промок. День заканчивается. Уже закат. Думаю, мне тоже пора возвращаться в Грузию. Но это был супер день. Классный. И вот финальные кадры нашего путешествия небольшого. И теперь дорога домой. Кстати, обратите внимание, как мило вообще сделана беседка для отдыха. Очень удобно. А еще, смотрите, лавочки расположены лицом к морю, что можно было сидеть и кайфовать. Как здорово сделали. Похоже на кафе. Музыкальный магазин. Даже что-то. Кафенчик. Дорожки. Я ошибся. Вот настоящий финал этого вечера. Это турецкий чай, закат, не кафе, а музыкальное кафе с музыкальными инструментами. И музыку включили специально для меня. Вообще просто
турецкий чай очень горький обычно. Лучше добавить сахара, и чтобы он на дне сам растворялся. Не мешать. Гороле сестро, нема